Представьте ситуацию. Вас публично задевают или оскорбляют. Сердце начинает бешено колотиться, кровь приливает к лицу. Каждая клетка вашего тела кричит «защищайся», «ответь», «докажи». А человек рядом слышал те же самые слова и даже бровью не повел. Та же ситуация, но две абсолютно разные реакции. В чем его секрет? Почему одних легко вывести из себя, а других практически невозможно? Дело не в толщине кожи и не в умении подавлять эмоции. Есть конкретный психологический прием, который используют специалисты, работая с токсичными людьми. Он основан на понимании истинной цели любого конфликта и на том, почему большинство из нас играет в эту игру абсолютно неправильно. В этом видео мы разберем, почему люди вообще пытаются вас спровоцировать, какая скрытая потребность стоит за их словами. Схему, по которой работает любая токсичная атака. Вы начнете видеть этот шаблон за километр. Третий. Конкретный метод, который делает вас психологически непрошибаемым. Не подавление, а стратегическое сохранение энергии. Но для начала нужно понять, что на самом деле происходит, когда на вас нападают. Вспомните последний раз, когда вас провоцировали. Коллега с пассивной агрессией, родственник с язвительным комментарием о вашей жизни, знакомый, поставивший под сомнение ваш выбор. Вы почувствовали этот всплеск? Гнев, обиду, желание немедленно восстановить справедливость. Это ощущение именно то, чего они и добивались. Вот неудобная правда. Токсичные люди атакуют не потому, что ненавидят вас. Они атакуют, потому что голодают. Им не хватает того, чего они не могут создать сами. Эмоциональной энергии, признания, ощущения власти. Когда вы реагируете, оправдываетесь, спорите, доказываете, вы думаете, что защищаетесь. На самом деле вы кормите их. Каждый ваш резкий ответ, каждое взволнованное объяснение, каждая минута, потраченная на то, чтобы доказать им свою ценность, это топливо для их внутренней пустоты. Вы считаете, что ведете достойный спор, а на деле просто отдаете им то, ради чего они и затеяли этот разговор. Ваше внимание, ваше время, ваши эмоциональные силы. Представьте коллегу, который постоянно повышает на вас голос на совещаниях, зная, что вы будете горячо защищаться. Но однажды вы просто промолчите. Он замирает на полуслове. Его игра рушится, потому что без вашей реакции играть больше не во что. Они снова и снова забрасывают одну и ту же удочку, потому что уверены, вы клюнете. Гневное сообщение поздно ночью, колкость, прикрытая шуткой, невинный вопрос, заставляющий вас оправдываться. Им не нужны ваши ответы, им нужны искры. Секрет неуязвимых. Почему нельзя выиграть игру, в которую ты отказываешься играть? Посмотрите на того, кто не клюет на наживку. Кто слышит оскорбление и воспринимает его как фоновый шум. Кто может находиться в эпицентре пассивной агрессии и сохранять внутренний покой? Они не игнорируют токсичность, они отказываются в ней участвовать. Их секрет прост, но гениален. Нельзя выиграть в игру, от которой ты сам отказался. Но если реагировать плохо, а молчать страшно, ведь нас учили, что молчание – знак слабости и согласия, то что же делать? Мы вступаем в диалог, объясняем, спорим, пытаемся достучаться. Но вот главная проблема. Нельзя договориться с человеком, который эмоционально заинтересован в том, чтобы вас не понимать. Задумайтесь, сколько раз вы теряли душевный покой только чтобы доказать свою правоту? И сколько раз это действительно работало? В эти накаленные моменты они не слушают ваши аргументы, они питаются вашими эмоциями. Чем больше вы объясняете, тем больше власти им даете. Каждое оправдание – это новая ниточка, за которую они могут дернуть. Каждая защита – это новая лазейка для атаки. Вы думаете, что стоите на своем, а на деле вы даете им карту своих уязвимостей. И хуже всего то, что чаще всего вас провоцируют те, кто знает вас лучше других. Они знают, какие кнопки нажимать, они в курсе ваших слабых мест. Бывший партнер, который пишет сообщение, зная, что вы будете анализировать его часами. Родственник, который под видом заботы тычет в ваши прошлые неудачи. Эти люди ловят рыбу не на слова, а на эмоции. Они просто ищут то, что вас зацепит, потому что это дает им иллюзию контроля. Альтернатива. Как защититься, не становясь бездушным роботом? Станьте стратегически неинтересными.
Многие неправильно понимают невовлеченность, думают, что нужно закрыться, построить стены, оборвать все связи. Но это тоже реакция, только другая. Истинная сила не в том, как громко ты можешь ответить или как эффектно хлопнуть дверью. Она в том, насколько мало тебя может раскачать чужой хаос. Представьте, что вы Wi-Fi. Если к вам нельзя подключиться, у вас нельзя и украсть энергию. Пример. Кто-то бросает в вас оскорбление, ожидая взрыва, но вместо защиты и спора вы отвечаете что-то абсолютно нейтральное. Интересная точка зрения. Понял тебя. Окей. Или просто молча киваете. Что произошло? Вы отказались дать им эмоциональную зарядку, которую они искали. Вы не атаковали в ответ, поэтому они не могут притвориться жертвой. Вы не стали защищаться, поэтому им не к чему прицепиться. Вы присутствуете, но не реагируете. Вы видимы, но недоступны для игры. Это не пассивность, это избирательность в расходовании энергии. И вот что происходит, когда вы перестаете кормить токсичные паттерны. Они в конце концов умирают от голода. Человек, который раньше выводил вас из себя одной фразой, теперь вынужден стараться сильнее. Он эскалирует, пытаясь спровоцировать большую реакцию. Но когда и это не работает, происходит перелом. Ему становится скучно, он уходит. Он находит того, кто обеспечит его любимой драмой. Когда вы перестаете реагировать на сарказм и провокации, вы забираете себе обратно целый день душевного спокойствия. Вам не пришлось сражаться, вам не пришлось ничего объяснять, вы просто отказались участвовать в игре, созданной для того, чтобы опустошать вас. Практический метод. Серый камень. Как это делать, когда эмоции кричат? Теперь к конкретной технике, которую психотерапевты преподают клиентам для работы с нарциссами, манипуляторами и всеми, кто процветает на эмоциональном хаосе. Она называется «метод серого камня». Концепция проста и мощна. Вы делаете себя таким же неинтересным и неотзывчивым, как гладкий серый булыжник. Ни эмоциональных взлетов, ни обороняющихся падений, только спокойные, нейтральные, почти скучные реакции. Как это работает на практике? Когда кто-то пытается вас спровоцировать, вы отвечаете с минимумом эмоций и информации. Провокация. Почему ты всегда такой? Ответ. Ровным, спокойным тоном. Не знаю. Провокация. Тебе совсем нечего сказать? Ответ. Не особенно. Провокация. Ты что, меня игнорируешь? Ответ. Я слушаю, просто мне нечего добавить. Вы не грубите, вы не пренебрегаете, вы просто отказываетесь быть источником драмы, которую они ищут. И это работает, потому что метод убирает награду, за которой они гонятся. Но здесь есть критически важный момент, который многие упускают. Это не про подавление чувств. Это про выбор, куда их инвестировать. Вы можете чувствовать все. Гнев, разочарование, боль. Но вы не обязаны разыгрывать эти чувства перед тем, кто обратит их против вас. Настоящая сила не в быстрой реакции, а в решении вообще не реагировать. Сохраните свою глубину для тех, кто ее заслужил. Сохраните свою уязвимость для отношений, которые ее ценят. Сохраните свои объяснения для тех, кто действительно хочет понять. Все остальные получают серый камень. Что происходит, когда вы овладеваете этим навыком? Обретенный покой и настоящая сила. Когда вы освоите этот метод, произойдет нечто удивительное. Люди вокруг все еще могут говорить, пытаться спровоцировать, но странное дело, вы больше ничего не чувствуете. Их голоса теряются в фоне, и впервые вы можете по-настоящему вздохнуть полной грудью. Вы перестаете управляться чужим хаосом. Коллега, который раньше портил вам день одной фразой, теперь просто фоновый шум. Родственник, который нажимал на ваши кнопки, все еще нажимает, но ничего не происходит. Вы не реагируете, потому что наконец-то поняли, их мнение о вас — это не ваша чрезвычайная ситуация. Их потребность в драме — не ваша ответственность. Их неумение управлять эмоциями — не ваша проблема. Вот как выглядит истинный покой. Не отсутствие конфликтов, а наличие выбора. Вы выбираете, что на вас влияет. Вы выбираете, что заслуживает вашей энергии. Вы выбираете, кто получает доступ к вашему внутреннему миру. Самая мощная реакция — это отсутствие реакции.
И вот главный поворот, которого никто не ждет. Когда вас становится невозможно вывести из себя, вас становится невозможно остановить, потому что человек, которого нельзя втянуть в драму, которым нельзя манипулировать через эмоции, который отказывается тратить силы на бессмысленные битвы, такой человек получает в жизни несправедливое преимущество. Пока другие выматываются в спорах, оправданиях и самодоказательствах, вы фокусируетесь на том, что действительно важно. Пока они застревают в цикле реакций, вы строите что-то настоящее. В этом и есть высшее мастерство. Не сражаться лучше, а отказаться сражаться вообще. Вы становитесь тем самым серым камнем, твердым, недвижимым, незатронутым. И в этой вашей неподвижности вы находите силу, которая не даст вам ни один выигранный спор. Когда вы перестаете играть, игра заканчивается. Их проблема не в вас, их проблема в том, что вы перестали их кормить. В следующий раз, когда кто-то попытается втянуть вас в свой хаос, помните, вы никому не должны показывать свою реакцию. Оставайтесь твердым, оставайтесь на месте. Будьте серым камнем. Обретите покой не как случайность, а как свое основное состояние. Тот, кого невозможно спровоцировать, невозможно и контролировать.